Сегодня я хочу с вами поговорить на тему, а почему мы друг друга не понимаем? Почему одни и те же эмоции мы воспринимаем по-разному? Эмоция страх. Вроде бы слово-то одно и то же, но каждый человек ее ощущает по-разному. Кто-то каменеет, кто-то от этого впадает в бешенство, кто-то начинает плакать, кто-то начинает искренне решать проблему. А эмоция одна и та же. И когда мы произносим слово «страх», каждый человек воспринимает ее по-разному. И так касается всех негативных эмоций. Именно негативных. Позитивные эмоции, положительные эмоции, они одинаковые. Почему? Еще Толстой написал: «Все счастливые семьи счастливы одинаково. Все несчастные несчастны по-своему». Когда я читал об этом лет 20, 30 назад, я еще этого не понимал. Ну почему, наоборот, счастье оно разное? Нет. Дело в том, что наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в мозг. Все, больше функций эмоций никаких. Это индикатор количества тока. Тока поступает мало, мы испытываем депрессию. У нас нет энергии. Не энергии какой-то космической, там био, еще какой-то. Нет, обычной электрической энергии. Энергии чуть больше, ее хватает на раздражение, на ярость. Но тем не менее ее мало. Человек в раздражении, он не способен на конструктивные действия. Он может разрушать, но он не может что-то создавать. И наоборот, когда энергии много, энтузиазм, радость, счастье, человек способен на все. Это самое грубое приближение. Ведь эмоций очень много. Той же самой депрессии только 19 уровней. Их намного больше. И каждый из этих негативных эмоций, к негативным эмоциям я отношу депрессия и раздражение. И в какой-то степени спокойствие. Спокойствие – это тот уровень, когда человек самодостаточен, ему хорошо, но он не способен, опять же, он может что-то создать, но это будет излишняя затрата энергии для него. Поэтому он спокоен, он безмятежен, ему ничего не надо. Поэтому тоже будем относить это, я лично отношу это все-таки к негативным эмоциям. Позитивным только радость, счастье, энтузиазм. Все. То есть, когда вы переполнены энергией. А почему так происходит? Электрическая энергия, поступающая по нервным волокнам, она образуется с помощью рецепторов. И когда задействованы рецепторы внешние, так называемые экстрарецепторы, мы получаем энергию от окружающего мира. Солнце, воздух, температура, вода, что угодно. Так эта энергия, она бесконечна, она колоссальна. Если ее получить, если ее переработать, это же электростанции столько не выделяют, сколько может дать нам внешняя энергия. Да, именно так. Но зачастую мы не можем эту энергию принять. Она заблокирована. Да, не навсегда, но вот именно этот блок создает наши хронические болезни. Каким образом? Да энергия-то мозгу нужна, и он ее начинает получать от внутренних рецепторов. Рецепторов, находящихся внутри тела и срабатывающие на изменения внутри тела, химические, физические, неважно. Но увеличить рецепцию, увеличить поток импульсов по внутренним рецепторам можно только одним способом. Это болезнь, это боль. Все. Когда по этим рецепторам начинает идти много сигналов, это воспринимается организмом как болезнь. И этой энергии мало. Как вы думаете, можно ли сравнить энергию Солнца и энергию, которая выделяет боль в печени? Это рядом не стояло. Так вот, именно вот поэтому количество энергии мы определяем с помощью эмоций. Все, больше речи ни о чем. Но каждую эмоцию, негативную эмоцию, да, мы получаем, в общем-то, от разных рецепторов. Давайте я приведу конкретный пример, свой. Две разных эмоции, для меня разных. Потому что я получаю энергию от разных участков внутренних
рецепторов. Боюсь и страшно. Вроде бы, слова-то синонимы, слова синонимы, а эмоции разные. И я их очень сильно различал. Когда я говорил «боюсь», у меня появлялся выраженнейший, такой непонятный вегетативный дискомфорт по внешней поверхности рук. Когда я говорил «страшно», у меня появлялся дискомфорт по внутренней поверхности рук. Поэтому я очень четко отличал эти эмоции. Да потому что я их чувствовал по-разному. И точно так же вы. Те эмоции, которые для вас одинаковые. Эмоция. Я в гневе, да? Я ненавижу. Я в ярости. Меня бесит. Опять же, синонимы. И для кого-то это одно и то же. А для кого-то это абсолютно разные эмоции. Точно так же, как кто-то скажет, я в горе, я тоскую. Вроде бы кому-то одинаково, а кому-то по-разному. Да именно поэтому мы воспринимаем эмоции по-разному только в случае, если эти эмоции имеют разный источник энергии. Эмоции – индикатор. Если с конкретного примера отсюда шло, например, 9 сигналов, да? У меня был «боюсь». С этой поверхности рецепторы выдают 10 сигналов. У меня страшно на моем индикаторе. И я их различаю. Если бы они были одинаковы по силе, невозможно быть одинаковой по силе. Просто количество рецепторов на площадь, примерно одинаковое. Если разные площади задействованы, значит и эмоции будут разные. Энергия будет, количество энергии разное. Именно поэтому получается, что когда мы различаем эмоции, мы различаем только источники энергии, индикаторами для которых является данная конкретная эмоция. И поэтому люди не могут и не способны понять друг друга. Потому что даже при одной и той же эмоции они испытывают разные источники энергии. У кого-то страх вызывает сердцебиение, а у кого-то слабость в ногах. Потому что именно оттуда идет рецепция. Оттуда идут сигналы. Вот и все. И не надо искать каких-то различий. Давайте найдем в наших эмоциях именно сходство. Именно сходство делает их простыми для понимания. Но от этого они не становятся проще для использования, для применения. Поэтому повторю, мы по-разному воспринимаем свои эмоции, мы различаем эти эмоции только в тех случаях, когда эти эмоции имеют различные источники энергии. Подписывайтесь на канал, узнавайте новое, делитесь этим видео со своими друзьями. Может быть, им тоже интересно о том, как работает наша нервная система. Ведь это понимание, как работает, ведет к пониманию, а как это исправить. Будьте здоровы, будьте счастливы, испытывайте только положительные эмоции.